Меня зовут Евгения, мне 42 года. Самое яркое вообще событие в моем детстве, да, это было связано с тем, что когда меня родители отвозили все время на все лето к бабушке, я там организовывала концерты. В общем, выклеивала объявления на всех подъездах рядом стоящих домов, приглашала зрителей, и потом танцевала, пела, рассказывала стихи. Все собирались, взрослые люди, в основном взрослые, и после этого мне дарили конфеты, там, аплодировали. Я была такая, наверное, в тот момент самая счастливая. Когда мне было, грубо говоря, 20 лет, это были самые тяжелые годы в нашей стране, это были 90-е годы. В тот момент я была, не знаю, вынуждена или не вынуждена, скорее всего, уехать с маленьким ребенком, которому было 4 года, в Москву. Я работала на рынке, вставала в 5 утра, брала ребенка под мышки, потому что в тот момент осталась без мужа, мы с ним развелись, и я четко для себя поставила задачу, что я должна обеспечить ребенку хорошее детство. Поэтому я брала его под мышки и шла на рынок торговать. Я научилась в тот момент именно стойкости, ответственности какой-то, быть сильной, не бояться ничего. Ребенок, сожаления какого-то о том, что он не получал в тот момент какого-то нужного внимания, нет. Он на тот момент стал очень самостоятельный. В то время, находясь на большом рынке, у меня даже мысли не возникало, что он где-то ходит по большому рынку, который Петровско-Разумовский, который раза в 4 больше, чем наш рынок. Он ходил по всему рынку в Москве. Я знала, что он накормлен будет всеми людьми. Вот это та доброта, которая, конечно, в тот момент была у людей, независимо от национальности. Поэтому сейчас у меня вот именно то состояние, когда еще у меня очень уважительное отношение ко всем людям, всех наций. Хотела стать, во-первых, я хотела быть врачом. Это было мое самое такое большое желание. Мама мне всегда покупала какие-то... На тот момент пластмассовых игрушек не было. У меня были настоящие колбочки, настоящие шприцы, которые надо было кипятить. Вот это вот все было у меня настоящее, не искусственное. И я очень хотела стать врачом. Ну и потом, конечно, я хотела очень пойти в театральное, что тоже не случилось. Я пошла на бухгалтер, потому что в 90-х это была самая востребованная специальность. Любовь друг к другу, уважение, умение принимать ответственность за те поступки, которые мы делаем по отношению друг к другу, принимать путь каждого, уважать его, этот путь каждого, не перестраивать человека под себя. То есть если мы выбираем этого человека, мы стараемся уважать его выбор, уважать его позицию в семье. Ну и, конечно же, для меня дети, которые у меня есть, их 3, для меня это, наверное, самое главное, что должно быть в семье. Это твое продолжение, это твой вклад в них. Для меня сейчас вообще главная цель – это выучиться на психолога, изучить психосоматику, потому что год назад я начала заниматься, спустилась, грубо говоря, на землю, перестала быть материальным человеком и стала более развиваться в своей духовной сфере. Поэтому я на сегодняшний момент очень возвращаюсь к детским своим мечтам. Хочу стать врачом. Но врачом уже учиться поздно, поэтому отучиться на психолога, хорошо владеть человеческими ресурсами в плане психосоматики, изучать ее. Где-то, значит, перемешивать это с методикой тета-хилинг и все-таки помогать людям. У меня сейчас такая цель, задача, миссия, наверное, моя. Да, помогать людям избавляться от блоков в теле, от негативных каких-то установок, прорабатывать это все, помогать им. И очень такая большая у меня мечта, очень большая мечта прорабатывать и работать с детьми, у которых есть проблемы с эпилепсией. Я горжусь тем, что в первую очередь, что
У меня есть такая семья очень крепкая. Я горжусь своими детьми целиком и полностью. Я горжусь собой, конечно же, всему тому, к чему я пришла, чего я достигла. Я из маленького города, Березники, там сколько, 140 тысяч населения. Я маленькими шагами перебралась в город Екатеринбург, и я очень горжусь собой, что я достигла. Я не считаю, что я сейчас на том уровне, который это какая-то высота. Нет, я где-то посередине всех своих достижений, при этом они очень большие. И я горжусь собой, что я руководитель. Я горжусь собой, что я могу себе позволить иметь няньку для детей. Что я могу себе позволить отдых, что я могу себе позволить развлечения, что я могу себе позволить, грубо вообще, не мыть голову самой, что я могу себе позволить 2 раза в неделю входить в салон, где меня будут прибирать, ухаживать за мной. Я могу себе это позволить. И это, я считаю, это моя гордость такая. Я могу себе позволить, что у меня есть замечательный, любимый муж, который целиком и полностью меня поддерживает. Я на сегодняшний момент вообще для себя понимаю и до сих пор боюсь пойти в неизвестность, пойти в никуда, в том плане, что я вот сейчас работаю в крупной компании, я знаю, что я нахожусь за чьей-то большой широкой спиной, то есть это вот моя такая подушка безопасности, вообще моя безопасность. То есть я знаю, я уверена в своем завтрашнем дне. А вот так, чтобы вот как в 90-х шагнуть, потому что я знаю, как это, шагнуть в свой бизнес и полностью сейчас, наверное, понадеяться только на себя, при всем при том, что у меня 3 детей сейчас уже, вот это мне страшно. Почему? Вот это мне страшно, причем я вижу, что молодое поколение, у него нет этого страха, они не держатся за рабочие места в крупных компаниях, у них этого страха нет. А я, видать, из-за того, что я этот страх пережила и знаю, что это такое, я пока не решаюсь сделать такие ответственные шаги в своей жизни, но очень хочется. Я очень вспыльчивый человек, но при этом очень быстро отхожу. Я с этим очень сильно борюсь сама с собой, чтобы не давать волю моим эмоциям, когда меня в чем-то раздражают люди. Хотя я прекрасно понимаю, что у каждого есть свой опыт, свои знания, и люди не могут раздражать тебя чем-то. То есть в тот момент, когда я раздражаюсь, я понимаю, что люди меня зеркалят и говорят мне о том, что я себе позволить не могу. Счастье ведь это вообще состояние просто. То есть можно вообще ехать за рулем. Я иной раз испытываю такое счастье, когда я еду за рулем и вижу впереди себя закат. Мне хочется доставать телефон, фотографировать, делиться всем этим, со всем миром, просто вот показать то состояние, которое я сейчас испытываю. Счастье, когда вечером приходишь домой, и тебя бежит ребенок встречать, обнимать, целовать, это тоже непередаваемое счастье. 20 лет уже нынче будет. 20 лет, как я работаю в российских железных дорогах. Я работаю заместителем начальника по экономике и финансам. Все, что связано с экономикой, с финансами, с бухгалтерией, с ведением финансово-хозяйственной деятельности, это все ко мне. Вот. Но еще плюсом я начала развиваться год назад духовно, я начала какие-то телесные практики пробовать, я начала заниматься психосоматикой, я начала заниматься тета-хиллингом. И сейчас, в данный момент, я стараюсь это развивать в себе и стараюсь донести эти знания в массы людям. Очень хочу свой дом через 5 лет. По поводу работы я все равно для себя пока оставляю ту работу, на которой постоянная моя работа в компании. Также я развиваюсь полностью, все, что касается психосоматики, тета-хиллинга, все, что касается помощи людям, детям в первую очередь. Я очень хочу помогать детям, очень хочу, мне прямо это откликается. Ну что, дорогая Женя, я тебе желаю лет через 5 побольше легкости, быть женственной. Блин, я хочу еще ребенка. Я почему-то сейчас не готова, но я очень хочу. Развиться в области психосоматики, помогать детям,
через 5 лет я точно для тебя это желаю.